Внутренний документ HYBE недавно просочился в публичное пространство, вызвав шок во всем К-поп-сообществе. На фоне потока новостей о сольной деятельности участников BTS, это заявление подтвердило необыкновенный факт. Тэхён и Чингук признаны главными движущими силами. HYBE официально подтвердила, что эти два участника обладают наибольшим влиянием в одновременной мобилизации как ARMY, так и мировых СМИ. Это признание уже не предположение, а факт, подкрепленный внутренними данными компании. Внутренние источники описали этих двух макне-лайнеров как «двойную силу», способную изменить ход глобального разговора. Тэхён со своей глобальной гравитационной силой медиа, Global Media Gravitational Pull, мгновенно вызывает органическое освещение в СМИ одним своим появлением. Тем временем Чингук, цифровой монарх, Digital Monarch, немедленно доминирует в чартах и на цифровых платформах, побивая рекорды стриминга за считанные минуты. Вместе они создают последовательный и непревзойденный глобальный эффект домино в индустрии развлечений. Внутренний анализ подчеркивает явные различия в их влиянии. Тэхён действует по принципу пассивного доминирования, passive dominance, когда его загадочная личность, харизматичная внешность и природная элегантность без усилий привлекают внимание мейнстрим-медиа. Напротив, Чингук – это активная коммерческая сила, где каждый его музыкальный релиз или эндорсмент мгновенно приводит к измеримым скачкам продаж и данных. Они контролируют два критически важных спектра глобального влияния. Данные HYBE указывают на обоих как на артистов с самым высоким уровнем вовлеченности, engagement rates, в корейской индустрии, даже во время военной паузы. Даже без массивных промо-стратегий уровень медиаактивности и трафика, связанный с их именами, стабильно остается на вершине. Этот феномен доказывает, что они не просто айдолы, а глобальные культурные фигуры, имеющие глубокую эмоциональную связь с ARMY, что превращает их в неоспоримые магниты. Это признание подтверждает, почему мировые бренды конкурируют за работу с ними. Присутствие Тэхёна гарантирует позитивную и существенную навозную среду, привлекая внимание модных и культурных СМИ. Чингук же обещает мгновенный коммерческий успех и доминирование в чартах. HYBE теперь должна управлять силой этого дуэта, тихого полководца и цифрового короля, как своим крупнейшим стратегическим активом на мировой арене. Каждая небольшая активность Тэхёна, от обновления Уиверс до фотографии в аэропорту, генерирует взрыв трендовых тем. В течение нескольких минут хэштеги, связанные с ним, доминируют в лентах Twitter во многих странах. Международные СМИ спонтанно подхватывают новости без официального побуждения. Это доказательство его личной гравитации, которая естественным образом притягивает внимание всего мира. С другой стороны, Чингук демонстрирует свою непревзойденную мощь в цифровых показателях. Каждая выпущенная песня немедленно бьет рекорды стриминга на Spotify и в чартах Billboard. Его влияние количественно и мгновенно, демонстрируя сфокусированную лояльность и покупательную способность ARMY. Он является самим определением измеримого влияния в режиме реального времени. ARMY празднует это признание не как сюрприз, а как гордое подтверждение. Они видят в Тэхёне эмоциональный центр, который объединяет сообщество. Между тем, они рассматривают Чингука как движущую силу, которая постоянно бросает вызов границам музыкальной индустрии. Их реакция в социальных сетях незамедлительно укрепила заявление HYBE. Цифровые аналитики теперь придумывают новые термины для описания дуэта. Тэхёна называют «тихим полководцем», «The Silent Commander», за мобилизацию масс без единого звука. Чингук же – разрушитель чартов, «The Chartbreaker», устанавливающий новые стандарты для сольного успеха К-поп на Западе. Этот феномен – уникальный тематический случай в маркетинге и попикультуре. Привлекательность Тэхёна считается многомерной. Сильная внешность, загадочная аура и элегантное поведение. Он постоянно оставляет пространство для интерпретации, подпитывая неугасающее любопытство СМИ. Каждое появление ощущается как фрагмент истории,
который заставляет аудиторию хотеть продолжения. И наоборот, привлекательность Чингука заключается в его чистом таланте, образе Голден Макнае и его искренней связи, genuine connection, с фанатами. Его подлинность в социальных сетях и высокое качество музыки создают лояльность, которая выражается в феноменальных коммерческих цифрах. Его влияние построено на чистом доверии и страсти. Мировые фэшн-бренды, работающие с Тэхёном, сообщают о резком скачке внимания СМИ, вызванном исключительно его присутствием. Он способен превратить бренд в глобальный хедлайн без официальных интервью. Его появление на мероприятии само по себе становится главным событием, влияя на нарративы европейских и американских медиа. Сила Чингука отражается в его мгновенной способности к sold out, распродаже. Продукты, которые он использует или носит, даже без официального эндорсмента, распродаются в течение нескольких часов по всему миру. Это прямой показатель покупательной способности ARMY, мобилизованной Голден Макнае. HYBE теперь понимает, что должна управлять деятельностью обоих участников с особой осторожностью. Влияние Тэхёна, как правило, превышает ожидания СМИ, требуя высокой готовности коммуникации. В то же время каждое движение Чингука требует управления массивной логистикой и коммерческим хайпом. Сообщается, что руководители HYBE были удивлены тем, как быстро может измениться общественное мнение из-за всего лишь одной фотографии Тэхёна. Такие инциденты крайне редки в глобальном масштабе, обычно они происходят только со знаменитостями, имеющими статус культурного лидера, cultural influencer, а не просто айдола. Его влияние сравнимо с влиянием крупнейших мировых культурных деятелей. Параграф 16. Военное присутствие остается актуальным. В настоящее время оба проходят военную службу, однако СМИ и ARMY продолжают активно говорить о них. Тот факт, что они продолжают доминировать в трендах, будучи неактивными, является самым сильным доказательством их встроенного влияния. Военный статус не может подавить их общий хайп. Западные СМИ отметили, что Тэхён и Чингук являются одними из самых часто упоминаемых азиатских артистов, даже без постоянных новых музыкальных релизов. Простого момента из официального аккаунта BTS достаточно, чтобы поместить их в главные заголовки по всему миру. Многие маркетинговые аналитики теперь изучают модели движения Тэхёна и Чингука как самый уникальный тематический случай в индустрии. Сочетание органической привлекательности Тэхён и цифрового коммерческого доминирования Чингук предлагает ценные уроки по вовлечению и монетизации. Они представляют собой идеальный контраст, формирующий общую картину влияния BTS. Один приносит элегантность, загадку и внимание фэшн-медиа, другой приносит энергию, искреннюю связь и беспощадное доминирование в чартах. Они идеально дополняют друг друга. Тэхён часто рассматривается как эмоциональный мост между BTS и ARMY, фигура, чье поведение глубоко человечно и вызывает отклик. Эта связь является основой коллективного движения и неистовой лояльности фанатов. Чингук, с его исключительным вокальным и продюсерским талантом, воплощает музыкальное видение BTS в коммерчески успешные формы. Его способность создавать глобальные хиты делает его острием силы группы в чартах. Когда появляются новости о них, ARMY движутся как синхронизированная приливная волна, демонстрируя необычайный уровень координации на всех платформах. Это ощутимое проявление их способности к мобилизации. Для ARMY признание HYBE – это нечто большее, чем статистика. Это подтверждение того, что Тэхён и Чингук превзошли статус айдолов. Они являются современными иконами поп-культуры, чье определение больше не ограничено рамками к-поп. Наследие, которое они создают, это наследие двойственности, дурлити. Доказательство того, что влияние может проявляться в разных, но одинаково мощных формах. HYBE теперь должна использовать и защищать эти два уникальных актива для будущего BTS. В заключение, признание HYBE о крупнейшем влиянии Тэхёна и Чингука является мощным подтверждением.
Они – неоспоримые магниты, которые, несмотря на то, что действуют на разных полюсах, медиа против цифрового, коллективно гарантируют, что BTS остается неизбежной культурной силой.